Мне в работу попалась очень интересная штука. Я вам сейчас покажу. Однажды ко мне обратились ребята, которые ткут. И попросили сделать копию прабабушкиного челнока, которому было 100 лет. И вот эта реплика, это моя копия челнока. Что такое челнок? Это приспособление, которое помогает прокладывать нить в ткацком станке. Вот на эту палочку, она называется косточка, наматывается нить, кладется в челнок, продевается в отверстие, и челнок перебрасывается между двумя полосами ткани, с одной во вторую руку. Так вот, для того, чтобы намотать на косточку нить, существует приспособление, которое называется сукало. Вот эта штука. Как она работает? Значит, здесь есть маховик. И здесь есть шип. Этот шип надевается косточка. Завязывается ниточка и наматывается на косточку. Таким образом у нас получается моток нитки, который мы, соответственно, кладем в челнок. И челнок потом пропускаем между рядами ниток, и получается у нас ткань. Итак, вот это вал сукала. Я его оставил старым, зачистил, чтобы он хранил в себе следы использования. Зачистил саму утяжеляющую ленту. Вот, и закрепил вот таким кленовым клинышком. Вот. Потом буду его балансировать, покажу как. Так, сукало вставляется в подшипники. И чтобы в подшипники не попадала пыль, всякий мусор, я буду делать вот такие вот заглушечки. И вставлю. Единственный саморезик, который здесь будет, это будет вот держать заглушки. Вот. А для того, чтобы хорошо подогнать, я буду использовать вот 28 диаметр, просверленный. И с обратной стороны буду его карандашком помечать, где мне нужно доработать. Так, перед балансировкой нужно разработать вал. Для этого мы сейчас сделаем несколько сотен вращений, может быть 1000. Вал сейчас останавливается вот в этом положении. Значит, у него здесь самое тяжелое место. Сейчас я высверлю здесь отверстие где-то вверху и начну потихоньку вставлять сюда гайки. Потом их заглушу деревом. В итоге просверлил я в самом легком месте отверстие. Вот здесь у меня болт на 4. Там внутри М4 гайки. И сверху вот такие большие нанизаны. По ощущениям здесь грамм 20-25. Вот я сейчас сюда вставляю. Одной рукой неудобно. Оп. Ну и потом заглушу это место. Так, биение на валу, понятно, осталось, но
При этом вал останавливается вроде как в разных местах.